Санбину. Санбину означает «здравствуйте» по-монгольски. Недавно я открыла для себя эту удивительную страну. Поездка была деловой, поэтому в Улан-Баторе удалось посмотреть только центральную часть города. Напротив Монгольского исторического музея заливают каток и строят ледяные фигуры. Мне показалось, что монголы совсем не восприимчивы к морозу. В минус 20-27 на улицах много пешеходов, продавцов газет и вот таких поклонников здорового образа жизни. Ехали мы в город Чойбалсан. Он находится на северо-востоке страны. Тем, кто планирует остановки в пути, советую выезжать в 7 утра и закладывать на дорогу приблизительно 12 часов. В Монголии по шаманским традициям нужно остановиться у Обо и поклониться духам местности. Обо – это груда камней, лоскутков ткани и приношений, в нашем случае со змеей по центру. Водитель монгол обошел Обо 3 раза по часовой стрелке и принес в жертву плитку бельгийского шоколада. В пути мы увидели самую крупную конную статую в мире – статую Чингисхана. Внутри нее находится музей высотой 2 этажа и панорамная площадка. Ближе к Чойбалсану находится триумфальная арка, которая открывает путь к провинции Хенти, месту рождения великого хана. Нам очень повезло с водителем. Он периодически останавливался, чтобы показать диких животных и птиц, которые встречались на каждом километре дороги. Приехав в Чойбалсан, мы посетили дома местных жителей. Юрта первой семьи находилась в степи, приблизительно в 30 минутах езды от города. Если на Руси гостей встречали караваем, то в Монголии традиционным десертом аарул из сладкого сушеного творога на овечьем молоке. В юрте живет семья кочевников, хозяин дома, его жена и дочь. Хозяин сейчас на пенсии, а в прошлом работал ветеринаром. На обед мама и дочь приготовили классическое меню кочевников. Блюдо с десертом аарул. Первое горячее блюдо – это говядина с овощами из печи. По традиции обед начал хозяин. Он взял свой особый нож и отрезал первый кусок мяса. Вторым горячим блюдом были бузы – монгольские пельмени. Они похожи на хинкали и манты. Во время обеда гостям подают водку «Золотой Чингис». Обязательно выпить 3 раза. На протяжении всего обеда нам наливали традиционный напиток сутэцай. Он готовится с добавлением костного мозга, жира и пряностей. Иногда в такой чай кладут и пельмени, так что не планируйте его пить с чем-то сладким. У семьи ветеринара-кочевника есть большое стадо овец, но главное богатство семьи – это табун из 150 лошадей разных мастей. Хозяин рассказал, что государство занимается переписью скота, и он регулярно регистрирует все свое стадо. Нам, как почетным гостям, хозяин подарил лошадь и перевязал ее голубой лентой. Если бы мы указали адрес доставки, то лошадь уже бы паслась у нас во дворе. Мы подарили хозяевам заранее купленные сувениры и сладости и отправились знакомиться со второй семьей. А эта семья живет в частном доме, недалеко от города. Юрты они используют для хранения хозяйственного инвентаря и отдыха в летнее время. Они занимаются производством молока и продают его в детские сады и школы. Нас пригласили на чай с домашней выпечкой и уже знакомым нам аурулом, который у хозяйки по форме напоминает картофельные чипсы. Что касается их быта, семья обычно спит на полу. Вот так выглядит их жилая комната. 10 лет назад они переехали в эту местность за городом. Тогда тут был пустырь. С помощью 2 сыновей муж и жена построили дом и загоны для скота. В хозяйстве у них более 30 коров. У этой семьи есть наемные работники, которые помогают ухаживать за животными. Третья же семья живет в маленьком частном доме, площадью около 50 квадратных метров. Всего их 3 взрослых и 6 детей. Хозяйка угостила нас своим молочным чаем и свежеиспеченными булочками. Выпечкой и продажей хлеба они зарабатывают на жизнь. Глава семьи планирует в 2020 году построить свой небольшой хлебный цех и получить регистрацию бизнеса. После знакомства с семьями нас пригласили на ужин и концерт в одну из местных гостиниц.
На следующий день в гостинице мы увидели детей артистов. Они очень хотели сказать мне привет по-английски, чтобы попасть в это видео. В Чойбалсане мы посетили самый большой супермаркет, чем-то напоминающий оптовый склад или крытый рынок. Под одной крышей более 20 небольших точек. Здесь можно найти все, начиная от местной одежды, заканчивая разными сортами меда, которые вы можете попробовать прямо за прилавком. По соседству продавцы серебряной посуды и пиал. Также тут есть традиционные ковры различных расцветок. В супермаркете множество товаров из России, особенно сладостей, круп и консервов. Тушенка тут стоит почти 50 рублей, а сгущенка около 40. Монголы очень любят выпечку, поэтому тут целое разнообразие булочек, печенья и кексов. Также мы зашли в буфет, и я не удержалась и на 2000 тугриков купила 2 эклера. При оплате покупок зарегистрированные покупатели получают баллы. А сейчас давайте вернемся к монгольским блюдам. Близость Чойбалсана к внутренней Монголии, которая является частью Китая, очень влияет на местную кухню. Завтрак в гостинице проходит в виде шведского стола. Здесь едят очень много мяса и добавляют мало свежих овощей. В другом городе на обед мы пробовали национальный овощной суп с мясом и жиром. Тефтели тут подают с картошкой и рисом одновременно. А так выглядел ресторан в городе Чингис. Тут обычно останавливаются на обед путешественники и делегации. По особым случаям на ужин готовят любимое блюдо Чингисхана – хархок. Это баранина, которую тушат в закрытом металлическом котле на раскаленных камнях. Здесь я указала примерные цены на транспорт, отели и питание, если вы захотите поехать в Монголию. На этом я с вами прощаюсь. БРТ – это до свидания по-монгольски.